Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. СПГ из Канады и Австралии плывет в Америку из-за зимнего шторма в США. СПГ-заводы США отменили 15 экспортных партий сжиженного газа. Тем временем цены на газ в Европе пробили новую интересную отметку, прибавив почти 50% за месяц. Новости о наполненности, заполненности ПХГ в Европе будоражит европейскую прессу. Александр, что происходит с этим СПГ? С СПГ происходит то, что и должно происходить, дорогие друзья. СПГ, производимый в Соединенных Штатах Америки, это товар, который ориентируется на ценовые сигналы. Собственно, мы на этом канале об этом говорим уже не первый год. Но давайте сначала немножечко контекста. Во-первых, мирового рынка газа не существует, но он формируется в данный момент. Инструментом формирования единого мирового рынка газа является производство и экспорт сжиженного природного газа. Притом желательно, чтобы этот сжиженный природный газ поставлялся не с конечной точкой поставки по какому-нибудь контракту с нефтяной привязкой, а с биржевой привязкой, и чтобы этот груз СПГ можно было перебрасывать между рынками, ориентируясь только на цены. И вот на данный момент из всего объема производимого СПГ, а если перевести в регазифицированный объем, это будет примерно 500 миллиардов кубических метров. Ну, по итогам 2025 года будет больше, но для простоты примерно 500 миллиардов. СПГ в год производится. Из этого объема где-то треть – это как раз объем, который можно перенаправлять между рынками. Отчасти к этому сегменту относится Австралия, точнее СПГ, производимый в Австралии. И на 100% к этому сегменту относится СПГ, производимый в Соединенных Штатах Америки. Это связано со спецификой контрактов, которые заключаются с американскими производителями сжиженного природного газа. Если кому-то кажется, что американцы некие берут свой СПГ, привозят куда-то и назначают за этот СПГ цену, выкручивая руки несчастным покупателям в Европе, то нет, происходит это не так. Компании из Европы, из Азии, ну и из каких-нибудь других регионов мира заключают контракты с американскими заводами по производству СПГ. Контракты эти бывают двух видов: толлинговые и ФОБ. Точнее, схема бывает толлинговая, бывает ФОБ. Толлинговая схема подразумевает, что вы проводите все операции с газом самостоятельно, кроме сжижения, то есть, по сути, вы оплачиваете только услугу по сжижению. ФОБ подразумевает, что компания, владелец завода, сама идет на американский рынок внутренний, берет, покупает там газ, доставляет газ, сжижает газ, загружает вам на кораблик, и вы потом с этим газом можете идти на все 4 стороны. Ну, точнее, на все 3, потому что если на 4-ю сторону пойдете, в берег упретесь, так делать не надо. Так вот, дорогие друзья, и в том, и в другом случае, то есть это ФОБ, это толлинговая схема, вы видите следующую картину. Газ становится собственностью покупателя в момент загрузки на корабль. Условно говоря, это условно относится к толлинговой схеме, где сам покупатель идет, берет газ на внутреннем рынке Соединенных Штатов, оплачивает доставку, оплачивает сжижение и дальше оплачивает транспортировку. Но в общем и целом для простоты мы можем сказать, что вот в порту отправления газ становится собственностью компании Total, BP, Shell, Eni, Orlen, SK, и ряда китайских, японских и прочих компаний. Да, в 2025 году объемы производства СПГ в Соединенных Штатах выросли. И в 2026 году они еще вырастут. И общий объем прироста производства сжиженного природного газа по итогам 2026 года может, по существующим прогнозам, составить порядка 40 миллиардов кубических метров. Это максимальный прирост с 2019 года, когда на рынок пришло порядка 55 миллиардов кубических метров. Нет, это не из Штатов, это вообще. Но значительный прирост обеспечат Соединенные Штаты в 2026 году. В 2027 тоже и в 2028 году тоже. Но еще раз, к чему вот был этот рассказ про производство, про контракты, если все же понятно? Американцы захватывают европейский рынок, они привезли свой дорогой СПГ в Европу и продают. Дело в том,
что если разобраться в этих самых контрактах, то картина получается противоположной. Это не американцы привезли свое дорогое СПГ и продают его в Европе. Это в Европе подорожал газ, и газ американского производства повезли в Европу. То есть не привезли газ, и он подорожал, а подорожал газ, и его привезли. Это радикально разные ситуации. И, собственно говоря, сейчас мы видим подтверждение этого тезиса. В чем заключается это подтверждение? Да, заключается оно в том, что в Европе в ходе вот этих похолоданий газ подорожал до $500 за 1000 кубов, если смотреть на биржевые котировки. А в Азии в этот же момент газ на бирже стоил чуть более $400 за 1000 кубических метров. Кстати, обратите внимание, разница между этими котировками составляла примерно 20%. 20% это пороговое значение, это эмпирический показатель, пороговое значение разницы между котировками в Азии и в Европе. Что значит пороговое значение? Это значит, что за пределы вот этой 20% разницы котировки выходить не могут, иначе происходит резкий переток газа из одного рынка на другой. Кстати, это не означает, что в Европе всегда котировки выше. Наоборот, большую часть истории котировки были выше в Азии, и, собственно говоря, в 2025 году котировки в Азии были выше. Просто в Европе из-за специфики проведенных там реформ зависимость, во-первых, выросла зависимость европейского рынка от рынка азиатского, и ввиду ряда, опять же, вот проведенных реформ, ситуация в Европе, периодически ценовая ситуация в Европе оказывается лучше для поставщика, чем в Азии, то есть цены там выше. А учитывая более короткое плечо доставки из Соединенных Штатов в Европу, ну, получается, что вы не просто больше зарабатываете, а опережающе больше зарабатываете. То есть вы экономите на доставке, а цены на этом рынке, который еще и ближе, выше, чем на рынке, который дальше, где сейчас цены ниже. Итак, в Европе 500, в Азии 400 примерно. А что в Соединенных Штатах? Мы же тут, вот Максим вот упоминал, что какие-то грузы развернулись и пошли в Соединенные Штаты Америки. Как так? Это что ж такое? Это что ж, американцы? Вот эти вот захватывающие европейский рынок газа. Американцы импортируют газ? Да, вы представляете, иногда они импортируют газ. И вот если позволите, я вам сейчас расскажу буквально о показателях, которые зафиксированы по 26 января на сайте Управления энергетической информацией при Минэнерго Соединенных Штатов Америки. Что за показатели? Показатели, ценовые показатели, спотовые, это спотовые котировки на Генри Хабе. Это главная торговая площадка для рынка газа Соединенных Штатов Америки. От этих котировок, подчеркиваю я двумя чертами, зависит себестоимость газа, экспортируемого из Соединенных Штатов Америки такими компаниями, как Total, BP, Shell, Orlen и прочее. Итак, давайте посмотрим, что же творилось там с 19 по 26 января. Это опубликованная на данный момент статистика. Понятно, что через недельку тут еще недельные показатели добавятся. Но вот посуточно, если позволите. Итак, $4, $5, $8,5, $30,7, $25. Что за доллары? За что это? Это что ж, за 1000 кубов? Нет. Это за 1 миллион британских термических единиц. Да, у них вот такая атмосфера. Они в британских термических единицах считают газ. Но перевести легко в привычный нам 1000 кубических метров. Да, точнее, в доллары за 1000 кубов. Берем и умножаем на 35,5. Ну и что получается? Что у нас газочек стоил $4. Это примерно $150 за 1000 кубов. Я округляю, извините, пожалуйста, для простоты. Потом он подорожал в 2 раза, то есть превысил отметку в $300 за 1000 кубов. А потом он стоит почти $31 за 1000, прошу прощения, за 1 миллион британских термических единиц. Вот давайте берем 30,7
Я вот сейчас тут калькулятор открыл. Помните, калькулятор это вообще наша сила. Так вот, 30,72 умножаем на 35,5 и получаем 1090,5 долларов за 1000 кубических метров. Внимание, вопрос. Достаточно ли хорошая эта цена, чтобы развернуться и стремительно понестись со своим корабликом в сторону Соединенных Штатов Америки? Да, это прекрасная цена. Это настолько восхитительная цена, что нужно разворачивать вообще все доступные кораблики, которые можно, груз которых можно продать по такой цене. $1000 за 1000 кубов. Да, это, конечно, спотовые котировки. Они не отражают общей реальности на рынке Соединенных Штатов. Но это достаточно прозрачный показатель, который объясняет, почему какие-то грузы могут развернуться и поплыть в США. Да, $25 за миллион британских термических единиц, это, конечно, меньше $1000, но все равно это больше, чем в Европейском Союзе. Больше, чем в Европейском Союзе. И еще раз, мы говорим про спотовые котировки, не про фьючерсы. На фьючерсном рынке несколько другая картина. Но спот отражает вот ситуацию в моменте, что конкретно сейчас происходит у вас с потреблением. И понятно, что это не касается 100% газа, который сейчас потребляется. Разумеется, нет. Но вот в моменте вам нужен был газ, его не было, и хопа, у вас котировки настолько сильно поднялись. Теперь еще вопрос. Это вопрос скорее иллюстративный, чем отражающий некую реальность именно рыночную. Но если вы, допустим, какая-нибудь европейская компания, вы приходите на спотовом рынке, да, понятно, вряд ли вы будете на спотовом рынке покупать, но представим себе такую картину. Покупайте в Соединенных Штатах Америки газ за $1000 за 1000 кубических метров. Еще $100 вы заплатите за сжижение. Еще долларов от 50 до 100 за 1000 кубов вы заплатите за доставку газа до вот Европы. А в Европе газ стоит $500 за 1000 кубов. Вот представим себе вот эту картину. То есть вы потратили, округлим, $1200, чтобы только доставить. А там вам за него дают $500. Вы вообще будете покупать газ в Соединенных Штатах и куда-то его везти? На внутреннем рынке будете ли вы его сжижать, куда-то доставлять? Если ваши потери, опять же, широкими мазками говорим сейчас, если ваши потери составят, примерно $700 за 1000 кубов на грузе, который вы привезли. То есть вы потратили 1200, вам дают 500. Потери 700. Вот пусть Максим поправит. $700. А если вы ничего никуда не повезете, ваши потери будут $50 или 100. Это плата, которую вы обязаны понести за сжижение. То есть у завода есть гарантия, что вы, как покупатель газа, в любом случае будете платить деньги за сжижение. Берете вы газ, не берете вы газ, арендуете мощности, не арендуете, используете, не используете, плевать. Вы по контракту обязаны оплачивать сжижение вот такого-то объема. Последнее, что стоит сказать, Азия. А почему ж в Азии такого резкого скачка не было? Потому что Азия, во-первых, сидит не только на биржевых контрактах с биржевой привязкой, но и на контрактах с нефтяной привязкой. Поэтому они могут в целом увеличить закупку газа, который поставляется с нефтяной привязкой. Если вдруг надо. Заметили, «Газпром» ряд рекордов установил по прокачке газа в Китае. У него нефтяная привязка в контракте, а не биржевая. Среднеазиатские республики то же самое, если они конкретно сейчас не сталкиваются с холодами. Вот. Поэтому, если у вас более сбалансированная система ценообразования, у вас и скачки меньше, чем у людей, которые на 100% зависят от биржи. На этом все, дорогие друзья. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.